макрофилла, череночки, с которого мы снимали. Вот. Весной требуется санитарная обрезка. Вот она заключается в том, чтобы, например, вот сухой кончик, да, убрали, или веточка развивается. Ну вот эта толстенькая веточка, но она медленно развивается. Но форма кустика сфера. Вот. Как всегда, веточки, которые растут внутрь, мы убирали или очень тонкие убирали. Но здесь я совсем тоненькие не совсем убрала, но что-то лишнее убрала. Как бы просто чистим кустик и придаем ему легкую форму полусферы. Вот этот вот кустик готов. Одновременно с куста можно снять не более 30%. Практически правило единое для всех кустарников. Нужно обрезать кончик веточки на сильную почку, но на наружную почку. Что значит наружная? Она смотрит не внутрь куста, а наружу куста. Поэтому вот на эту почечку мы обрезали. Да, вот они, наружные почечки. Вот. И здесь у нас такой кустик как бы образовался. Тут и наружная, и внутренняя. Можно вот так ее слабые убрать и оставить две сильные. Вот. Ну, здесь он в сторону пошел, но все равно не внутрь, да, почечка. Вот, например, внутренняя почечка, мы на нее не режем, режем только на наружную. Этому кустику мы не делали еще ни обрезки, ни чистки, и вот прямо видно, что кончики сухие, лучше их подрезать, убрать. Вот более маленькие отрезать, а вот на здоровую крупненькую почечку оставить. Да? Вот на веточке видно, да? Вот. Веточки, где крупненькие уже почки развиваются, мы на нее и обрезаем. Сейчас я вот сюда подойду. И в то же время, опять же, вот форму кустика такой полусфера. И все как бы вот такое мелкое. Вот видишь, да? Видно, что на вот крупненькая почечка, а эти вот маленькие. И там дальше сухие. Мы на нее и режем. Вот. Видите, просто убираем, потому что форма куста у нас полусфера, да? Мы так легкий такой овальчик делаем. Вот и все сухие кончики обязательно нужно срезать. Вот эта тут веточка, вот она внутрь, да, обращена, она просто загущает кустик. Ее лучше убрать. Но на таком маленьком кустике, ну, все равно видно. Вот крупная, да, крупная уже почечка. А вот это все мелко сверху убираем. И также и внутри куста можно это сделать. Он только от этого более гуще и пышнее нарастит. Из каждого среза он дает три веточки. Вот даже видно. Срез, 3 веточки. Но она сухая, поэтому мы ее отрежем на ту сухость. То есть это санитарная обрезка куста? Это санитарная обрезка куста весенняя. Сильно куст не обрезаем вот так вот, чтобы застричь. Он тогда не будет цвести. Он тогда будет цвести в июле месяце. У него не будет вот этой первого цветения красивого, обильного. Но он обязательно зацветет, но гораздо позже. И если требуется, например, очень сильно обмерз кустик, то, конечно, приходится его очень коротко постричь, только на живые почечки. Он просто зацветет позже. И отрастать будет позже. А так спираль цветет дважды за сезон. То есть с целью санитарной обрезки убрать сухие и тонкие. тонкие. И тонкие, ну где-то вот загущенность или наоборот, вот мертвые. Ну вот это вот слабенькие, чего их? Пусть лучше он снизу пышнее будет, он даст 3 веточки. То есть вот экономим ему силы. Конечно, он более набитый такой будет, обильный. Пушистый. Вот пушистый, да, пушистый. Да. Будет пушистый. А видишь, они такие тонкие, сухие кончики. Мы их подрезаем. Что ж это, на конце где-то там 2-3, да, там 1. Пусть он вот отсюда будет такой пушистый. Вон снизу какие уже крупные.
веточки. А эти тонкие были, Да. они плохо перезимовали. Из тонких веток идут тонкие Конечно, ну что побеги. это, да, вот оно до конца уже сухое. Вот это надо все повыбирать такое сухое. Ну, тут ни сорнячки не убирали, ничего, еще кустик просто просыпается. И когда было рано, тоже возвратные заморозки. Можно было обрезать кусты, непонятно, замерзли бы и те, что А его особенно обрезать, остались. когда он листики уже выпустил, да? Ну, желательно, да, вот чтобы, ну, по крайней мере, можно было чуть-чуть пораньше, но у нас тут такие дни. А когда его лучше всего обрезать? Ну, это ж по погоде. Это может быть и март месяц, конец марта или начало Ну, как апреля. только начали проклевываться. Да, когда живые почки. И в то же время следить за температурой, чтобы не было сильных возвратных заморозков. У нас же были до минус 80. Да, это в Сумской области. Конечно, Сумская область. Она коварная очень. А бывает минус 8 в июне месяце. И тогда очень сильно кустарники страдают. То есть Вот. и не рано, и не поздно. И не рано, не поздно все время смотреть на погоду и на кустик, как он себя чувствует. Но обязательно сухое вот обрезать, подрезать, потому что же ему же дальше жить и развиваться. Поэтому всякая мелочь, лучше ее убрать. Как говорится, сделать красивую прическу. Ага, обязательно красивую прическу. Да. Ростом и цветением. Он же красив даже просто своей листвой. Не только цветочками. Цветочки у него, корзиночки иногда и не бывают такие уж очень декоративные. А такая обрезка для всех спирей или вообще для всех кустарников? Она для всех кустарников нужна, санитарная обрезка весенняя. Это спирея японская. Спирея японская. Она очень плохо зимует у нас почему-то. Ну, может, ей здесь холодно, да? Не знаю, не могу объяснить. Вот. И вот ее лучше застричь, вот убрать ей обрезку пониже, да, на почечку, вот на живую. Ну вот прямо тут точно 30% сразу убрать. Прям вот так, не жалея. Ну, только над почечкой стричь, чтобы она распускалась, конечно, да? Вот здесь. Вот. И она будет позже, но она набьет этот пышный кустик. Опять пытаемся сохранить форму как бы полусферы. Ага. И заодно удаляем сухие. Удаляем сухие вот прямо сильно. Там пришлось почечку отрезать. Ну вот снизу пониже веточки стрижем, а посередине повыше. Ну так, чтобы вот видишь, здоровая почечка, да? Вот здесь здоровая почечка. Вот она даст хороший прирост. А это вот особенно мелкие. Мелкие сильнее срезаем. Сильнее срезаем их и вырезаем где-то. Вот оставляем крупную почечку, а мелкая вот такое тонкое. Особенно если на веточке смотрим, то можно и вообще веточку пониже вот так. Она даст 3 побега, эта веточка. Но чаще всего у кустарников бывает 3 приростика из одной почечки. И она набьется ниже и будет более пониже кустик, но более такой пышный. Творческий процесс настолько, что вот. То есть, если хотим более позднее цветение, то обрезать сильнее. Да. Нет, она просто позже зацветет. Она могла бы зацвести раньше на макушечках. Она цветет на макушечках, на приростиках. Вот. Но здесь санитарная же еще обрезка. Плюс мы убираем как бы старенькие веточки сухие. Вот оно тут мелкое, сухое. В середине у нас такие веточки мертвые. Их тоже нужно все вырезать изнутри. Что это тут на ней одна почечка всего, да? Ну что же это такое? Это только загущает кустик, а он же не будет цвести. Этот побежек. Здесь вот так обрежем. Сухие. Вот оно и получается. Нужно возле каждого кустика посидеть, покланяться ему. Обязательно. Тогда он поблагодарит тебя
Поговорить с ним. Обязательно, конечно. Красавица такая. Спирейка. Да. Но они же вроде бы такие неприхотливые, совершенно декоративные кустарники, которые, ну, особого там подкормок, питания, ничего такого же они не просят даже. Живут себе и цветут. Вот, только поухаживать весной надо обязательно поубирать вот этот сушняк. Чтобы просто красивее он выглядел. Ну, конечно, он же декоративный кустарник, он должен быть нарядным, парадным, тем более это же на въездной зоне, как бы, да. И это вот, ну, получилась сильная обрезка, но зато к осени это будет очень пышный куст, и он осенью будет гораздо обильнее цвести, чем он цвел бы, как весной они пышно цветут, а к осени уже такое незначительное цветение. Теперь причесанный куст. Да, более или менее. Ну, можно потом подкорректировать, да, вот, чтобы все-таки полусфера была какой-то. Вот эта Спирея Грейфшейм, она цветет очень рано, но так как она зимовала в парнике, поэтому она и распустилась, и зацвела раньше. Но вот такое обильное цветение, каждая веточка от... А пахнет как? И пахнет поразительно, да. Вот этим первым пчелкам есть что снимать с нее. Да. Вот такая Она красота. да, она самая обычная, у нее цветочек обыкновенный, но вот это вот обилие, и вот как водопад, да, или как фонтан. Да. И сейчас на улице она прекрасно себя чувствует. На солнышке стоит, и пчелки вокруг нее летают. Из Спиреи всегда остаются кусочки веточек, из которых можно сделать прекрасные череночки. И в этом году уже получить молодые растения. Это Спирея макрофила. Она уже вот так распустилась. Как раз у нее такой удачный возраст. И череночки нарезаются сантиметров 12-15. Макушечка прямой срез, нижний срез под почечкой косой в сантиметре от веточки. И нижнюю почечку нужно снять и поставить в воду. И ставим их в воду, чтобы они не потеряли сок. И вот такие прекрасные кусочки нарезаем. Вот. А потом, как и всегда, очень рыхлый грунт из торфа. Можно туда добавить агроперлит, можно туда добавить вермикулит, можно туда добавить еще и биогумус для питательности. Хотя для укоренения питательность особо не нужна. Просто чтобы он был воздуха и влагопроницаемый. И вот такие прекрасные череночки можно поставить в плошечку или в коробочку и накрыть обязательно пакетом. Или, может быть, есть мини-парничок. Вот. У меня в прошлом году очень хорошо укоренились вот эти Спиреи макрофилы. Очень-очень тоненькие. Кустик был еще молоденький, а они были очень тонкие. Но они все укоренились и прекрасно перезимовали в парнике, даже не сбросив листа. Череночки готовы. А вот так выглядят череночки годовалые Спирея макрофила, которые прекрасно перезимовали в горшочке. И вот теперь уже это готовые кустики, которые поедут по отдельным квартиркам. Вот. Это вот из тоненьких-тоненьких при обрезке побегов получились такие замечательные кустики.